Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание вазонам и цветам, которые не должны быть в вашем доме. Именно эти цветы, эти растения имеют достаточно сильную, плохую и разрушительную энергетику, которая влияет и на вас, на членов семьи, и несет определенные деструктивные энергии. Что это за цветы, друзья? Далее более подробно все в этом видео. Вы знаете, каждое растение, как и человек, имеет свою определенную энергетику, но более сильную и способную влиять на то место, где они находятся. И у одних она положительная, а вот у других она может быть и отрицательная. Из-за этого растения способны как убирать накопившийся негатив из дома, так и притягивать его, чем создавать людям, которые в таком доме живут, неприятности, проблемы, нарушать их сон, провоцировать в доме скандалы и даже разрушать биополе. К растениям, которые вы приносите в свой дом, нужно относиться со всей серьезностью. Внимательно все изучать, чтобы потом не думать, а как же восстановить биополе, а что же такое произошло, что привело к определенным последствиям. И не жалейте о том, что уже что-либо невозможно исправить. Но в первую очередь ни в коем случае в вашем доме не должно быть засушенных цветов, так как они способны очень быстро наполнять дом разрушительным негативом, чем нарушать энергетику жилья, перекрывая поступление положительных энергий. Также, если в вашем доме находятся растения, которые не растут, а увядают, так как такое растение притягивает еще и сильные проблемы со здоровьем. Так как такое растение способно отбирать у тех, кто живет в доме, положительные энергии, которые требуются ему для поддержания сил. Поэтому, если у вас так получается и вы не можете спасти данное растение, с ним лучше расстаться, а не ждать до тех пор, пока оно полностью погибнет. Ведь из-за него за этот период в вашей жизни может произойти много различных и не очень приятных событий и моментов. Также не стоит заводить и такое растение в доме, как дифенбабия. Это растение, которое способно излучать негатив, от которого будет напрямую зависеть самочувствие мужчины, который живет в таком доме. Мужчина будет постоянно чем-то недоволен, из-за чего будут возникать ссоры, недомолвки, и что с каждым днем будет больше и больше портить отношения в семье. А если на данном этапе у вас нет пары, то любой мужчина, который попадет в ваш дом, будет чувствовать себя неуютно, и ему будет хотеться поскорее покинуть ваш дом, выйти на свежий воздух. Так будет получаться из-за того, что негатив, который излучает это растение, способен с большой скоростью окружить человека и начать разрушать его энергетическое поле. Поэтому, если вы хотите, чтобы у мужчины в вашем доме все было хорошо, воздержитесь от покупки такого растения. Это растение способно выбирать себе жертву, с которой оно и будет тянуть все энергии. И такому человеку будет тяжело дышать, у него даже начнутся приступы страха и паники. Еще одним растением из такого списка является монстера. Да, это красивое, сильное растение с энергетикой, которое способно влиять на всех, кто будет подолгу возле него находиться. Оно будет отбирать у вас силы, энергию, у вас постоянно будет болеть голова, вы даже будете ощущать недомогание, а выйдя на улицу, это ощущение будет пропадать. А люди, живущие с этим растением под одной крышей, становятся очень вспыльчивыми, обидчивыми по любым пустякам. Могут быть становиться и раздражительными, что сильно начинает влиять на их жизнь, окружение, портит отношения с близкими людьми. Если в вашем доме есть такое растение, лучше все-таки уберите его из дома, пока оно не изменило ваше восприятие окружающего мира.
Возле такого растения больше всего будет некомфортно находиться эмоционально слабым людям, так как они больше всего будут подвержены его влиянию. Часто такое растение размещают в рабочих кабинетах, а затем удивляются, почему в коллективе не могут найти между собой люди общий язык. А это все сопровождается постоянными сплетнями, выяснениями отношений и так далее. Поэтому, если такое растение размещать в организации, на предприятии, оно должно только находиться в коридоре, либо в каком-то таком месте, где нет постоянного присутствия людей и где подолгу никто точно не задерживается. Следующее растение, которое не должно быть у вас дома, это сансевиерия. По-другому еще называют тещин язык. Да, это очень красивое растение, но оно способно также отбирать положительные энергии всей семье. В доме, где есть такое растение, постоянно, к сожалению, происходят ссоры, скандалы, постоянные выяснения отношений, которые с каждым разом будут только ухудшаться, что в результате может разрушить даже самый крепкий брак. Большой ошибкой является то, что некоторые семьи размещают это растение в спальне, что ко всему прочему добавляет еще и отсутствие страсти у партнеров, нарушение сна. Очень многие люди любят заводить папоротники, но мало кто задумывается о том, что это растение способно влиять на жизнь всех, кто находится с ним в одном доме. Если такое растение находится в том месте в доме, где вы проводите большую часть своего времени, это будет влиять на энергетическое поле членов семьи. И если оно поврежденное, то это может принести данному человеку одни неприятности. Также обращаем ваше внимание, что это растение в большей степени влияет на женщин. Они перестают считать себя привлекательными, начинают искать у себя различные изъяны, сомневаются в своих силах, а также ставят для себя энергетическую блокировку на привлечение счастья в свою жизнь. Женщины, которые не имеют пары на данном этапе в своей жизни, будут, к сожалению, оставаться одинокими. Далее, следующее растение – это кактусы. И кактусы, на удивление, есть во многих домах. Но с ними нужно быть очень аккуратными, так как с помощью своих колючек именно кактус способен концентрировать в большом объеме энергетику вашего жилья, чем влиять на все и всех, что их окружает. Поэтому их можно заводить только тем людям, кто уверен в том, что энергетика вашего жилья положительная, так как это значительно улучшит уровень жизни всех членов вашей семьи. А вот если вы не уверены в энергетике вашего дома, у вас часто происходят ссоры, скандалы, то откажитесь от их присутствия в вашем доме. Иначе они значительно ухудшат жизнь всех, кто в нем находится. Далее плющ. Вы знаете, плющ обладает достаточно разрушительной энергетикой. Он способен подавлять эмоции людей, поэтому имеет способность, находясь в доме, отбирать эмоции, которые связаны с любовью, с счастьем, делать так, что у людей пропадает желание стремиться к чему-то лучшему, чем есть у них на данном этапе в жизни. А вот такие эмоции, как печаль, грусть, она будет притягивать еще в большем объеме. У него есть способность и разрушать семьи. Оно влияет на мышление человека и мешает выставлять правильные приоритеты. Ко всему этому плющ ядовит. И если у вас есть домашние животные или детки, это растение никогда не должно находиться в вашем доме, иначе могут возникнуть неприятности. Далее юка. Вы знаете, юка имеет достаточно сильную энергетику, которая в большинстве случаев она отрицательная. Этот вазон особенно опасен в тех случаях, когда к вам его в дом приносит недоброжелатель, так как он, находясь в вашем доме, к сожалению, будет только увеличивать негативный посыл, чем приносить большой вред тем людям, кто проживает в таком доме. Поэтому, если вы решитесь его завести, обязательно покупайте его сами. После покупки обязательно одну купюру отдайте на благотворительность. В таком случае она не будет приносить вам вред, а наоборот наполнять ваш дом
светлыми энергиями. Друзья, очень важно, чтобы вы и внимательно изучали все, что касается растений, перед тем, как приносить их в свой дом, потому что не всегда что-то очень красивое будет полезным именно для вас. Не стоит также, чтобы в доме было и много различных растений, так как каждая из них имеет свою энергетику. И растения могут мешать друг другу, при этом нарушая таким образом энергетические потоки, которые поступают в ваш дом. Поэтому стремитесь к тому, чтобы наполнять свой дом только положительными созидательными цветами и растениями. И тогда все неприятности, все проблемы и беды будут обходить вашу семью стороной, а энергетика вашего дома будет всегда крепкой. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А прямо сейчас на экране, друзья, видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, там много полезной, важной, нужной и интересной информации для вас. Всех вам благ, друзья! Услышимся уже с вами в следующем видео.